Привет, друзья! Сегодня 31 июля, час дня, жара 28 градусов. Правда, сижу в шелтере, очень жарко. И сегодняшнее видео меньше о рыбалке, а больше о красивой природе и о том времени, когда можно ловить карпа, амура, толстолоба. Приятного вам просмотра в эти ненастные дни. А мне жарко и окупаться. Класс! Ребят, я специально снял это видео и оставил как раз в межсезонье, когда мы все не можем выйти на рыбалку, на карпа выехать. Но хочется. И мы перебираем снасти, покупаем снасти и смотрим видео. И как раз это видео для вас. Привет, друзья! Если вы видите, что происходит за моей спиной, там вот камыши гнутся, ветер, штормовое предупреждение и гроза, а я выбрался на рыбалку половить карпа, амуру, толстолоба, как я люблю. Но дело в том, что не специфичная рыбалка будет, потому что я приехал на обычный деревенский прудик, ну, в простонародье называют дикарь. Но я не могу уже их называть дикарями, это как-то странно. Обычный деревенский красивый, главное, красивый прудик. Итак, сейчас раскладываю снасти. Быстрее бы разложиться, замаркериться, закинуться, чтобы успеть до того, как дождик. Дождик уже шел, вот, и сейчас уже, наверное, опять пойдет. Посмотрим, что из этого получится. У меня суточная рыбалка. Поймаю ли я рыбу? Смотри до конца. Ну что, ребят, дождик чуть утихомирился, вот идет потихонечку. И я сейчас буду маркериться и, наверное, уже конкретно ставить точку. Хорошо, что он заканчивается недолгий. И вот такой красивый, как говорится, после дождя закат, что ли, зорька вечерняя. Вообще обалденно. Красивый водоем, очень красивый. На любом водоеме, куда бы я ни приехал, я маркирюсь. Где я первый раз ловлю. Поэтому будем проверять. Мне, например, сказали, что есть какая-то старая дамба, там еще что-то такое. Но все нужно лично проверять, поэтому я сейчас буду маркериться. Вот такая красивая природа на пруду. Береза, красота. Блин, обалденно. Вечереет, но я уже нашел точки. Слава богу, успел отмаркериться. Сейчас уже все, садится солнце. И вот первое удилище ставлю. Нашел уровень глубины, где вот варьируется от 2 метров до 2,40. Там вот такая коса. Буду надеяться, что туда выйдет рыбка и там клюнет.
Ну что, первую забросил, остальные будут забрасывать. Уже, извините, темнеет, вы ничего не увидите. Единственное опасение, там вот камыш, если будет уходить туда, то это будет жесть с его важным, конечно. Поэтому я, наверное, сейчас подзатяну. Все, нормально. Следующее. Давай. А дождик накрапывает. Накрапывает. Ребят, так как я поставился поздно, сейчас уже стемнело, я прикармливаюсь с помп. Я заклипсовал дистанцию. У меня, буду по оборотам говорить, оборот 1,4 метра. У меня одна удочка на 19 оборотах, вторая на 22 оборота и две на 24 оборота. То есть там такая мель выдвигается, и получается, что я ее облавливаю. И поэтому я заклипсовался до 21 оборот, чтобы пятно создавать и за пятном и перед пятном ловить. Ловлю я на обычные свои зерновые, которые я вот заливаю. Там рапс, проса, пшеница, отруби, там вика. То есть такая вот птичий корм, как говорится. Заливаю, он набухает, и я его закидываю сейчас. У меня нету времени сегодня приготовить, никак не сварить, ничего такого. Поэтому я по-быстрому. Этот корм я уже применял в предыдущих 2-3 видео. Там посмотрите, как он выглядит. Вот. И сейчас прикармливаюсь. Хорошо с той стороны, куда я кидаю, там ориентир светит фонарик, а еще сверху такие деревья, если не светит фонарь. Поэтому я по контуру деревьев либо кидаю туда, либо когда фонарь светит. Но фонарь, конечно, информативнее. Я точнее попадаю, когда фонарик. Соседи, которые там напротив ловят, они как раз кидают в мою сторону, там старые дамбы. Но они до меня не докидывают, я до них не докидываю. Вот. Сейчас надо все-таки в ночь закормиться. Мне вот набухало ведерко. Надо хотя бы пол-ведра выкинуть. И завтра с утра встану, тоже пол-ведра выкину прям на утренней зорьке. Все в темноте, не очень приятно, но деваться некуда. В общем, это вам не корабликом прикармливаться. Но меня устроит, я пятно сделаю, там разбросаю метров 5. Это хорошо. Я же не в одной кучке. Рыбка как раз будет по пятну ходить. Оп. Ребят, чего-чего я не ожидал, что будет поклевка на дикаре именно толстолобная. Вот. Идет поклевка сейчас. И он там, вот, не знаю, видно, не видно. Сейчас вот уплыл поплавок под воду. Надо уже, наверное, вытаскивать его. Видите, нету вообще. Ну что, ребят, вот такой деревенский пруд. Смотрите, вон там он поплавок прыгает. Так вверх-вниз, вверх-вниз. Я реально не ожидал, что здесь будет именно толстолоб поймать. Сейчас вот ближе к 12 поклевка толстолоба. В общем, приехал, думал, амура поймаю, а ловлю толстолоба. Вот идет поплавок. Вот он. Любитель гидропланктона. Вот толстолоб. Но он небольшой. Хорошо, я его сейчас быстро отпущу. Ребята, естественно, прежде чем поехать на этот пруд, я пробил, как, что здесь, как, и по рыбке, и местных здесь спросил, все остальное. Сказали, есть толстолоб. Я-то ехал здесь, говорят, карпопур есть. Но на толстолоба я не рассчитывал. Вот он клюнул. Первый подошел толстолоб. Но это маленький. Здесь по отзывам есть покрупнее чуть-чуть. Конечно же. Хорошо заселся. Ой, стрекоза пришла.
Ты откуда, стрекоза? Смотрите. Видите? Сидит стрекоза. Что, ребят, вот такой разведчик пришел. Ну, здесь килограммчик. Я его по-быстреньку отпущу. Для толстолоба это маленький размер. Он только еще растет. Оп. Все. Пусть растет. Становится большим. Но для обычного деревенского пруда толстолоб, мне кажется, это классно. Вот, смотрите, оснастка. Сразу туда покажу, на что ловлю, чтобы у людей вопросов не было. Ребят, сразу скажу, я ловлю, ну вот очень часто в последнее время мне пишут, какие удильщики по ловле толстолоба. Я ловлю на карповке. У меня есть, я ловлю карпы. И на те же самые удильщики я ловлю толстолоба. По оснастке. Оснастка у меня от Гидропланктон, я заказывал на сайте у них. Стоит она 290 рублей. Чтобы не рассказывали мне сказки по 700. Вот, на сайте она стоит столько-то. Вот. И она поплавок, весь в сборе. И вот тремпель такой железный, не пластиковый, а железный, простой, на 2 гидропланктона. И здесь вот это камыш, а это клубника. Видите, розовенькая. Вот. И вот он простояла где-то часа, наверное, 2. И это вот большие бочонки стояли. Вот они насколько растворились. И вот подошел первый разведчик, клюнул. Я сейчас просто закину дальше. И эти же часа 2 они как минимум постоят еще. Ну что, пруд с сюрпризами. Красивый, живописный, деревенский. Есть толстолоб. Все-таки хочется поймать амура и карпа. Ну, карпа меньше амура. Вот, поэтому, может, повезет, к утру он подойдет. Сейчас время толстолобное, карповое, а амур может к утру подойти. Так что в ожидании, что будет дальше. Сейчас перезакинусь. Так, на пальчик мне палец повредил. И по этим. Не буду вставлять АПВА. Крючки воткну прям в гидрик. Он поднабух. Мягенький. И закину. Прям в гидрике. Пускай торчат. Когда разбухает, в него можно втыкать. Он такой более-менее нормальный. Поймал я его на глубине 1,5 метра. И я углублюсь тогда до 2. Раз. 2. Хочу от мелочи отойти. Может быть, поглубже, будет получше. Так, все в порядке. Светлячки отдельно продаются, очень информативно. Вот видите, видно было, как он прыгал. Ну что, все, я, наверное, пойду спать. Сигнализатор у меня есть. Пейджер сработает, я выйду. Рядом машина. Я в машине сегодня ночую. Так, спать. О, опять поклевка. Да? Ух ты, потащил. Ты погляд. Нашел толстолоба. В толще воды. Здесь клевает. Клев. Ну, мелкого не хочется таскать. Может, что-то покрупнее вытащу. Если опять мелочь будет, то вытащу, наверное, не буду ловить его.
Мелочь. Тут у меня больше желания нету его ловить. Он так замучает, всю ночь может клевать мелкий. Поэтому я, наверное, вытащу сейчас удочку. Или углубиться. Углублюсь, наверное, лучше. Вот такой стандарт килограммовый здесь. Ну вот. Вот, ребят, гидропланктон простоял. Часа 3-4. Остатки есть. Но уже их менять надо. Ну, 3,5 точно. Что тут поделаешь? Это не толстолобик. О, гуляет. Плавок. Опять поклев толстолобик. Вот такой килограмм 800 грамм. Итак, ребят, утренняя зорька. С утра я вытащил в 5 часов утра толстолоба и все. Опять маленького отпустил. Сейчас перезакинул все удилища. Стейки перенасадил. Примерно так. То же самое. Все сделал. Не стал менять по насадкам ничего. Вот. И поставил одну экспериментальную точку. То есть там, где я кормлюсь. И вторую вот на ту сторону камыш. Ну, буду сейчас закармливаться. Докармливать весь корм. Потому что я сегодня часов до 2. Массово то сейчас прикормлюсь. По 10 спомбов. Попью кофе, потом опять прикормлюсь. То есть максимум в течение часа-полтора я выкину весь корм. Надеюсь, что все-таки амур это дневная рыба. Он подойдет и клюнет. Вообще водоем очень уютный и красивый. Осталось для закрепления результата нормальную рыбу поймать. Кроме толстолоба что-то маленького.
Ребят, сейчас прикормился и перешел прикормиться на вторую точку. Кого моего удивления, даже сигнализатор не успел сработать. Вот на эту удочку она вот так поднялась прям кверху и начала паровозить. Я ее прям тут же схватил и обратно. Это мурячая была, скорее всего, поклевка. Крючок маленький стоял, не зацепился. Вот обидный сход. Сейчас ставлю крючок максимально двойку. Маркирюсь, опять на колышках раскидываюсь и опять закидываюсь. Пруд, как говорится, деревенский. Но вот считайте, вот я поспомбился, и рыба сразу подошла. Минут через 5-10. То есть рыба не особо боится, получается, с помба, а приходит на корм. Это отличная новость для меня. И я надеюсь все-таки до обеда поймать амура или карпа. Все-таки решился поставить опять на тостолоба, чтобы не скучать. Одну удочку. Там проход к плотине. Ну, получается, глубокое место. И туда же поставил. Чуть сдвинул. И... ну, буду полавливать то, что ловится. А там лобок я поставил под толстолоба. Одинокий. Может, клюнет что-нибудь покрупнее. Ну что, опять толстолоб. Где амур? Хочу амура. Ловлю толстолоба. А, хорошо упирается. Это хороший. Слушайте, это хороший толстолоб. Фу. Нет, шикарный толстолоб. О, это не мелочь. Который всю ночь мне. Шикарный толстолоб. Не, это хороший. Или боком идет. Ах ты ушел, боком шел, наверное. Ах ты, зараза. Зараза, ушел. Так, поклевка. Попробуем. Все равно надо это делать. А, не, выпал. Что надо выматывать тогда? Чего же я тащу-то, ёпта? Карася. А карась-то хороший. Хороший карась. Карась зачетный. Моя рыбалка подходит к концу. Все, я уже заканчиваю, собираюсь.
У меня были всего лишь сутки. Я примерно понял, что я немного ошибся в прикормке и в насадке. И для любого дикаря все-таки, мне кажется, нужно сутки мало, надо 2 суток изучать. Поэтому пруд мне понравился, я вернусь через какое-то время на него ловить. Вот, уже возьму прикормку другую и насадку. Всем, кому понравилось, делитесь видео, ставьте лайк. Надеюсь, природа шикарная, вам понравилось, особенно в межсезонье. Всем спасибо, всем ни хвоста, ни чешуи. До встречи весной на водоемах. Жарище нереальное какая-то.